И я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Что прояснится и что будет дальше. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем события ближайших дней, с чем это будет связано для вашего знака зодиака. И вначале мы сделаем пасьянс, именно разложим маленькие карты с их рандомным значением. Никогда не знаешь, что же совпадет. Но останемся реалистами, всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад о личной истории не расскажет каждого из вас. Но, надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время. И, глядя на метафору карт, какие-то подсказки вы для себя все же получите. Итак, что же для вас неделя означает? И сами по себе события, которые передают нам как раз эти маленькие карты старинного цыганского пасьянса, торопятся. А я их хочу перемешать. Итак, будем смотреть. Что же у вас совпадет? События ближайших дней. С чем это будет связано? Не такой большой период, но все же неделя. Дела домашние, дела личные. И здесь может быть как вот семейный очаг, костер, прообраз. Это сами по себе как ваш дом, ваше жилище, место вашего пребывания или там, где вы планируете пребывать. Тут тоже вы можете наводить справки или как что-то вот оформить. То есть в конечном итоге это то место вашей безопасности, спокойствия, уюта, комфорта, где вы будете находиться или где вы находитесь на данный момент. Ну и помимо этого, конечно, домочадцы. Дела, может быть, для людей семейных с вашей семьей, с вашими родственниками, возможно, с вашими детьми. Выпадает Луна вам, мои дорогие. Луна – это не есть какая-то конкретика, это наши ощущения. Это то, что нам, может быть, что-то и не нравится вполне, или где-то мы скрываем, пытаемся услышать собственные подсказки интуиции. Какая-то неопределенность, одним словом, ничего конкретного. Давайте посмотрим, что раскрывают нам карты. Ну вот, наверное, не устраивайте себе какой-то сеанс самокопания или, как я говорю, глубокую философию на мелком месте. Потому что вы можете сомневаться, получится, не получится. Вот бывает такое у нас, да, перед тем, как что-то осуществить, или, к примеру, подали куда-то документы, ждем ответа. И вот это неведение или какой-то период ожидания, то, что по регламенту именно ожидания, да, выгорит, не выгорит, подпишут, не подпишут. Но в конечном итоге выпадает флаг, и это образ победы в этой колоде карт. Идем дальше, смотрим, что нам еще будут рассказывать. Ну да, вот выпадают еще цепи. Опять же, рядом где-то с месяцем, и это все то, что как сердечная тяжесть или внутреннее состояние души. По какой-то причине, хотя ведь все остальные совпадения, они ведь достаточно, ну, такие позитивные. По крайней мере, если мы говорим про флаг, про домашний очаг, тут как раз все хорошо. Но что-то Овну не нравится. Давайте дополним, что же еще? Может быть, какую-то картину. А вот правда, у кого-то вопросы будут связаны с переездом или поездкой. Хотя могу предположить, какой-то человек вам. Может быть, и в дом вы ожидаете каких-то гостей и не очень им рады. Понятно, что не у всех это проиграется, но для кого-то и такой вариант вполне возможен. Может быть, и вы куда-то собираетесь переехать. Или, как я говорила, символ домашнего очага может проигрываться, когда вы ищете место, где вы будете находиться. А может быть, у кого-то это и работа на дому. Возможно, это как необходимость, или вы рассматриваете как таковую. Возможно, у кого-то и работа, и учеба на дому, но еще и дела семейные, когда вы, в принципе, чаще бываете дома. Но, тем не менее, есть дорога, и поэтому для кого-то это проигрывается, как вы едете по инстанциям, вы хотите что-то согласовать, осуществить. Идем дальше. Что у вас еще совпадет? И у вас совпадает крест.
Вот если мы сложим, это будет крест. Это как будто как по судьбе. Конечно, я допускаю, что вы, кстати, можете, у вас победа выпадает, тот вопрос, который вас очень сильно волнует. И если он связан с тем, как вот в инстанциях, может быть, что-то нужно согласовывать, вполне вероятно, вы можете как раз какую-то тему, ну, словно даже выйти сухим из воды. Вот я такое вижу. У вас еще совпадает колокол, мои дорогие. И это будет означать внезапное известие, которое вы получаете. Но если мы говорим дорога, крест и вот этот колокол, это неожиданность сама по себе. Мы раскроем потом на картах Таро, что же будет означать эта неожиданность. Но я не вижу, чтобы это событие, которое для вас, ну, непредсказуемо где-то, или, может быть, информация вам как-то помешала. Поэтому, кто знает, тут еще у вас и совпадает одновременно свеча, и это спокойное течение жизни. Поэтому, действительно, какой-то вопрос, вы к нему словно готовиться можете или сомневаться, но в конечном итоге это выйдет или обернется какое-то дело, или прояснится, может быть, даже через такую информацию, которая сперва шокирует, потому что она именно неожиданна. Но в конечном итоге это потом идет к тому, что как и проясняется что-то, и какая-то более спокойная динамика вашей жизни продолжится. По крайней мере, это я так вижу. И более того, может быть, это какой-то важный разговор, который вы должны через разговор, как какую-то информацию для себя прояснить. Я прошу извинения, если слишком шумно. Это внешние звуки, на которые я, увы, не влияю, но пришлось прерваться. И я хотела сказать следующее. Почему фраза мною сказанная «выйти сухим из воды»? То есть вы можете где-то предвосхищать события, ну, в несколько негативном ключе. И да, действительно, где-то даже интуитивно вы ожидаете, что подобное известие, вот как по колоколу, вы можете получить. В конечном итоге, видимо, вот даже эта неожиданность, она как раз расставляет все по местам. Потому что в конечном итоге, как и спокойное течение жизни, так и код, который мы сложили, это флирт, это радость, это хорошее настроение. Поэтому какая-то путаница у вас может завершиться, мои дорогие овны. И я, вы знаете, могу даже сказать вот теперь следующее, потому что в этом пасьянсе, когда у нас совпадает и дорога, и ключ, это далекий путь. Или это далекий путь как жизненный путь. Это то, что вы себе поставили в план. Это то, что не осуществляется, может быть, и быстро, ну или буквально, когда вы планируете уехать в другую местность. Или когда вы планируете, может быть, ну как-то так более глобально переезжать. Поэтому для вас все равно все складывается с плюсом, мои дорогие овны. Но лавировать придется, потому что, наверное, я могу допустить некоторые компромиссы. Вас или вам помогают, или наоборот, вам дополняют каких-то возможностей. Понимаете, тут, если мы сами непримиримы, ну так и, скорее всего, вряд ли согласитесь, мы тут можем выдержать какой-то период жизни, когда от нас требуются эти самые согласования или гибкость. И вам вот подобное испытание может быть словно по судьбе. Но главное, что все заканчивается хорошо, по крайней мере, я так вижу через все карты. Смотрим, что у вас еще совпало. Насыщенной может быть эта неделя именно из-за того, что у вас какой-то такой настрой, знаете, настороженный, по крайней мере, вот эти два значения, как месяц, так и цепи, они говорят о том, что есть какие-то либо неразрешенные проблемы, либо вопросы, когда вы могли не достичь взаимопонимания. Может быть, у кого-то, правда, и вопросы переезда, еще и нужно договориться со своими близкими домочадцами, или вы ожидаете кого-то в гости издалека. Такое я ведь тоже могу предположить. Какие-то, может быть, согласования планируете сделать и понимаете, что, ну да, вот тут вот не все как-то так гладко может пройти. Или придется где-то быть готовым к этому компромиссу. И вот пока я с вами говорила, я смотрю, что у вас еще совпало. И мы можем сложить крайние ряды как по горизонтали, так и по вертикали. Но я пока ничего не вижу, чтобы у вас еще совпало, мои дорогие овны. Хорошо, идем дальше. Давайте дополним наш расклад картами Таро.
Итак, так вот, что же прояснится? Какой вопрос? В какой сфере вашей жизни? И следующее – неожиданности, как неожиданные события или какая правда откроется. Добрые события – то, что вас будет радовать, то, что вам будет помогать. И далее мы спросим, а что же будет дальше, что дальше или к чему все идет. И еще две карты – сфера ваших достижений, работы, денег, бизнеса и личная жизнь, любовь. Давайте узнаем, что же будет проясняться. Ну, действительно, вот этот крест, он как раз символизирует, точнее не скажешь, карта Иерофант – это то, что нам по судьбе, или какие-то важные оформления, путешествия по инстанциям, согласования. Договариваться придется, это правда, быть дипломатом. Для кого-то из вас необходимость обучения. Хотя я могу предположить, к примеру, если вы принадлежите к преподавательскому составу, это вы, мои дорогие овны, можете построить какую-то головокружительную карьеру. Здесь как вам судьба, назовите это, Вселенная помогает. Иерофант – это и мы учимся, ну, это и к вам могут обращаться буквально за советом. Это тот, который, по сути, все знает. И причем знает, как правильно действовать, мудро подходит к разным ситуациям. И вас где-то карта призывает к мудрости, потому что своеобразный жизненный экзамен тоже иногда проходит по этой карте. Но оформление, инстанции, традиции, то, что по закону, или, мои дорогие, система. Мы не идем ни против традиции, ни против системы, ни против закона, а как раз думаем или ищем варианты, как оформить ту или иную бумагу, если это для вас актуально, или освоить какое-то ремесло, может быть, обрести какой-то навык. Это все идет по этому аркану. Для чего? Чтобы вот эти ключи, которые изображены на карте, были у вас в руках. И я могу сказать, раз в конечном итоге для вас словно путь какой-то открывается, ну, может быть, и в конце недели, и добавляет вам и хорошего настроения, и радости, и практически вот этот крест граничит со значением свеча «Спокойное течение жизни» или какое-то умиротворение. И значит, все вы расставляете по своим местам. Больше будет ясности. И пусть нам даже что-то не нравится, но, видимо, данность, реальность, она именно такова. Неожиданное событие или неожиданность, какая правда откроется. Здесь может открыться правда по части личной жизни. И самые разные бывают бытовые какие-то мелкие вопросы. Это карта любящего человека, хотя, конечно, это может быть и лицо, которое, или персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион, или имеет там асцендент. И обратите внимание, по этой карте, именно в этой колоде, это те люди, которые умеют хранить тайну. И вот этот кубок, который прижимает к своей груди королева кубков, он свидетельствует лишь о том, что она доверяет только очень узкому и избранному кругу. Почему и у вас это может проиграться в отношении вот семейного, домашнего очага или каких-то ваших личных вопросов, может быть, истории любви, о которых вы никому не рассказываете. Или, может быть, это будет связано с человеком, неважно, что у нас выпадает королева кубков. Мы просто рассматриваем энергетику этой карты. И поэтому какие-то неожиданные события, как известие, или какая-то данность, или как даже неожиданный приезд родственников, к примеру, они будут связаны больше с вашей личной жизнью. Давайте мы узнаем дальше добрые события. Прекрасная карта девятка пентаклей, кстати, бесстрастная такая, точнее беспристрастная карта, которая нам говорит больше о деньгах, о материальном благополучии и никаких эмоций, никаких страстей. Обратите внимание, насколько бледное лицо у нашей героини. Она, да, она уверена в самой себе. И неважно, кто меня опять же сейчас смотрит. По девятке пентаклей это хладнокровие в решении каких-то материальных насущных проблем. Или опять же все то, что по иерофанту, то, что мы оформляем по закону, по традициям, с какими-то бумагами. Но для вас эта карта всегда как процветание или получение денег, или получение дохода. Может быть, эта карта свидетельствует о том, словно прорыв какой-то у вас будет, если вы занимаетесь бизнесом.
или дела ваши могут пойти в гору. Вы можете получить и те деньги, которые долгое время задерживались. Или вы для себя можете как раз начать с учетом аркана Иерофанта какое-то новое творчество или ну, практически бизнес с нуля. И я не побоюсь этого слова, мы потому что что-то изучаем. И само по себе время, в котором мы с вами проживаем, оно благоприятно к тому, что мы можем отстроить наше благополучие практически с нуля. Понятно, что мы должны этого хотеть, потому что тут ничто не будет само по себе. Все будет зависеть от наших приложенных усилий. Но у вас как потенциал большой, но и пространство вам помогает. Да, где-то себя придется в плане эмоций, может быть, и сдерживать. И сдерживать в первую очередь, я бы сказала, в отношении какого-то самокопания. Ведь не случайно у вас выпадает и месяц, и вот эти цепи. Нет никакой конкретики, но на уровне ощущений или что-то вам вот не нравится в плане, ну не так вот, как хочет Овен, и тем не менее. А варианты-то ведь есть, и просто надо эти варианты использовать. А как это делать? Нам карты подсказывают, и слушай интуицию, и не торопись куда-то, все же я бы сказала так. Успевай сначала что-то проанализировать, додумать. Здесь не на эмоциях, обратите внимание, ни одна карта не говорит про эмоции, в том числе королева кубков, холодная карта. И только самое дорогое, кубок, королева прижимает к своей груди. Поэтому здесь какая-то продуманность, аналитика, мои дорогие, вам помогают. Но в добрых событиях к вам, можно сказать, спешат деньги. Может быть, деньги просто банально кто-то получит или решит какой-то свой денежный вопрос, или приступит к той работе, на которую вы обучались. Первые шаги будете делать. Тогда вам, точнее, будет виден ваш потенциал. Что-то у вас происходит не зря. Что же дальше или к чему все идет? У кого-то и через личную жизнь, знаете, можно решить, я допускаю, и финансовый вопрос, может быть, как поддержка вашего близкого человека и какие-то переговоры, обсуждение вашей финансовой стратегии, тактики вашей пары или вашей семьи. Но по двойке кубков и символично, что вверху аркан и иерофант. Это те люди, которые относятся к нам искренне. И есть какое-то партнерство, мои дорогие, которое должно быть у вас именно продолжено. Мы ведь спросили, что дальше. И дальше вам что-то следует продолжать. Как минимум контакт с одним человеком, потому что кадуцей, который изображен в правом верхнем углу, это символ небесного благополучия. Или это символ небесного благословления, потому что какой-то союз словно одобрен в небесной канцелярии. И есть смысл продолжать. Конечно, по этой карте нам даже люди изображены. Опять же, карта не горячая, и здесь ни разу не про страсть. Хотя у нас 27 марта Лилит или Черная Луна уже в Скорпионе. И здесь могут быть разные эмоции, энергия. Я оставлю ссылку в описании под видео, можете перейти и прочитать мою статью на моем сайте. Но все же эта карта более такая, знаете, спокойная, умиротворенная. Нам показаны двое, которые просто с закрытыми глазами. Они без слов, на уровне чувств понимают друг друга. Вот у вас как будто может быть, по крайней мере, может быть и встреча с таким человеком, или вы планируете, или какая-то внутренняя взаимосвязь с вашим близким человеком. Но, по крайней мере, от этого человека к вам может приходить и поддержка, и добрый совет. Ну, может быть, где-то и по части финансов какие-то согласования, или если это ваш близкий человек или партнер по браку, ну, скорее всего, вы сумеете услышать друг друга и договориться. Почему я так говорю? Потому что у каждого своя палитра, как и по личной жизни, так и свои приоритеты, задачи по финансам, по работе. И откуда приходят деньги, у каждого тоже по-своему. Но не разрушить, я так вижу, какое-то партнерство, а именно продолжить определенно стоит, потому что какие-то отношения с учетом аркана Иерофант как по судьбе. Что же дела, работы, бизнес и сфера достижений? Ну, я должна сказать, шестерка кубков– это, кстати, тоже про искренность. И в этой колоде карт даже цвета имеют значение, и нам изображены дети, и у них белые волосы. Белый цвет– это символ чистоты,
И только в детстве мы свободны от меркантильности. Может быть возвращение человека, и такое может быть, поскольку у нас ретро-Венера, и это всегда какой-то возврат, возврат некоторых персон, или когда мы случайно можем столкнуться, увидеть человека, встретиться с ним в городе или в любом каком-то месте, мы это не ожидали. Здесь это может быть и вот этот колокол, какие-то известия о себе напомнить даже может человек через мессенджеры. Вам может кто-то написать на почту, или в соцсетях. И если даже прежняя история какая-то, она у вас словно, ну, вы расстались и долгое время не слышали о человеке никакой информации, здесь может возобновиться или продолжиться как сам контакт по себе, а кто знает, а может быть еще и партнерство, потому что, повторяюсь, в этой колоде карт шестерка кубков говорит о тех отношениях, которые свободны от меркантильности. Но где-то и карта вам подсказывает, что вам именно такими людьми, ну вот, может быть, как по добрым событиям или к чему вот все идет, в денежных даже вопросах нужно быть где-то как и честным. Но таких же и партнеров, людей нужно выбирать, мои дорогие овны, чтобы не было каких-то заблуждений, не было иллюзий. Здесь слушайте свою интуицию, обе карты говорят. И вот эти надежные, проверенные люди, они вам будут помогать не только в плане вашего настроения или даже вашей уверенности, но и буквально в ваших достижениях. Это те, которые нас воспринимают такими, как мы есть. Нас не пытаются перекроить на свой лад. И поэтому, ну, я так вижу, какая-то прежняя история возвращается по части ваших достижений, работы или бизнеса. Может быть, о себе напомнит, кстати, с прежнего места работы. И есть будут такие контакты, которые могут быть продолжены. Все же продолжение следует по шестерке кубков в этой колоде. Пусть это люди возвращаются или какое-то дело вам могут вернуть на доработку. Кстати, имейте это тоже в виду, чтобы мы расставили все по местам или в чем-то навели порядок. Но это то, чем нам нравится заниматься. Поэтому, каковы бы ни были тут события внешние, у вас достаточно сильная в целом позиция на эту неделю, мои дорогие овны. Что же личная жизнь? А тут вот драйв. Принц жезлов – это всегда перемещение и скорость. И это, опять же, может быть как ваша такая неожиданная поездка, которую вы не предполагали, и то, что вы не можете отложить на потом, потому что по жезлу, к принцу жезлов, точнее, мы готовы как и к неожиданностям, так и буквально корректировать собственные планы. И вы могли на эту неделю что-то уже распланировать. Поэтому я могу сказать, что приготовьтесь к тому, что коррективы вам придется вносить. И ведь по принцу жезлов, если мы действуем где-то, как ловим подходящий момент, тогда у нас и получается вот эта неожиданная какая-то новость, она нам играет в плюс, потому что мы вовремя с чем-то сориентировались. Может быть, это просто встреча для того, чтобы провести какую-то важную беседу, разговор или расставить все точки над «и». Для кого-то отправиться вот в эти самые инстанции и не отложить это на завтра, опять же. Быть готовым к тому, что лавировать, опять же, придется. Почему? Потому что быть готовым к неожиданностям. Но это чаще всего тот драйв, который нам нравится. И я могу предположить, эта карта даже может свидетельствовать для кого-то из вас все же на личную жизнь. То, что для вас было в каком-то стопоре, или вот в этих сомнениях, то, что мы говорили в самом начале по пасьянсу, здесь принимает движение. И это каким-то образом будет связано либо с вашей личной жизнью, с вашими личными отношениями, с какой-то историей, а у кого-то будет переплетаться и личная жизнь, и работа на дому, или ваш бизнес, потому что жезлы, дела, работа, бизнес, деньги. И одновременно у вас достаточно карт, которые свидетельствуют, ну и где-то в пасьянсе нам тоже об этом говорили, что и личная жизнь не на последнем месте. Но правда, некоторый такой клубок у вас может получиться на этой неделе, но может быть ночь темна перед самым рассветом для того, чтобы вы, мои дорогие овны, все красиво, элегантно расставили по местам, навели в чем-то порядок. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.